Зафиксируй это и перекрути. То есть fix and flip – это во всех языках мира означает операцию с недвижимостью, когда старый дом покупают, делают в нем ремонт и перепродают его гораздо дороже. По правилам рынка стоимость дома должна быть на 30% как минимум ниже рыночной. И мы сейчас с вами видим вариант, который мы пришли посмотреть сегодня, Fix and Flip, выполненный американцами. Это совсем не то, к чему привыкли мы. И давайте с вами посмотрим. То есть этот дом он расположен в неплохом районе, 10 минут от центра города Форт Лодердейл. Рядом отель «Гитара», буквально вот тоже минут 5, наверное. Все знают, там казино, рестораны, хорошая инфраструктура. Вот. Сам дом, конечно, был построен в 1950-х годах. Ему практически 75 лет. Инвесторы его купили всего лишь полгода назад за $400 тысяч. И сегодня выставили на продажу за 500. То есть тот ремонт, который вы сейчас здесь видите, был выполнен, ну это даже сложно назвать ремонтом, собственно говоря, по сути, дом почистили и покрасили, вывезли мусор. До этого здесь жила одна семья на протяжении 40 лет. Вот. И инвестор, вот такие вот спаленки, запах как бы тоже такой себе. Вот это стандартный такой санузел тех годов еще, да. И вот этот дом инвестор купил за 399 тысяч и продает сегодня за 500. Вот, можно ли этот дом продать дороже? То есть он хочет заработать практически 25% от стоимости. Ну, я думаю, что на сегодняшнем рынке за 500 тысяч долларов продать такой дом будет немножко сложно. Плюсом является, опять же, канал. Мы с вами в последнее время очень часто смотрим дома на каналах. Но чтобы довести этот дом до современного состояния, сделать в нем действительно такой хороший ремонт, в Америке вам понадобится, во Флориде, примерно 200 тысяч долларов, если вы будете делать все практически своими силами с привлечением ремонтных бригад. Но нужно обращать внимание, конечно же, на соседние дома. То есть обновив дом, сделав его очень современным, мы все равно не обновим дома соседей. Поэтому, когда, вот посмотрите, рядышком какие домики, да, когда ко мне, такие, я их называю домики Чиполлино, когда ко мне обращаются инвесторы, которые хотят купить дом и перепродать его, и ставят мне бюджет 250 тысяч долларов, именно в юго-восточной Флориде, в окрестностях Майами, это практически невозможно, потому что вот мы сейчас с вами находимся в относительно неплохом районе, цены здесь, конечно, вот около $500 000, 400-500 тысяч, школы ужасные, локация хорошая для тех, кто хочет быть близко к инфраструктуре. Так вот, я считаю, чтобы заходить действительно в такие районы, как Майами и окрестности, и покупать дома для флиппинга, необходимо запастись немножечко большим бюджетом. Это можно даже прокредитовать. У моргидж-брокеров есть специальные программы для инвесторов, где вы можете взять деньги не только на покупку дома, а также взять деньги на ремонт и первые полгода не платить проценты за него, за кредит. И перепродать дом, купить дом, нужно хотя бы 600 тысяч долларов, чтобы дом был в классном районе с хорошими школами. Дом будет примерно вот такого же внешнего вида, потому что застройка проходила в 1950-х годах, в основном в хороших районах, которые застраивались ближе к океану, они были освоены раньше, но вложив хотя бы 200 тысяч долларов, вы получите себестоимость примерно 800, а дом уже сможете продать примерно за 1 200 000, и там вы получите и свою прибыль, и вы быстро продадите такой дом благодаря все-таки более качественному neighborhood, то, что называется соседству, да, потому что если вы здесь увидите, конечно, домики такие себе малопривлекательные. Вот. Если же вы приходите к решению проинвестировать 250 тысяч, то я бы вам могла рекомендовать и помочь с подбором домов более выше на север от Майами. Это Орландо, это Порт Сан-Люси,
То есть это более северная часть, либо другое побережье, которое находится на Мексиканском заливе. Там цены на недвижимость ниже, и можно купить дом в таком небольшом бюджете и перепродать его быстро и с выгодой. С вами сегодня была Виктория Волынец на моем канале про нерухомість во Флориде. И все мои контакты под видео. Ставьте лайк, если вам это видео понравилось. И смотрите мои выпуски о недвижимости во Флориде.